Здравствуйте, друзья! Загадочные события, непонятные людям. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи – непомнящий Николай Николаевич. Весьма известный в свое время американский медиум и экстрасенс Эдгар Кейси утверждал, что легендарная страна Атлантида существовала еще 50 тысяч лет назад. 30 тысяч лет назад Атлантида распалась на несколько островов, а 12 тысяч лет назад скрылась в водах Атлантики, затерявшись где-то в западной ее части. Так погибла великая цивилизация. Задолго до нас она знала секреты электричества и строила самолеты, овладела секретами атома, использовала солнечную энергию и применяла лазерное оружие. Посередине храма Посейдона стоял фантастический аппарат – гигантский кристалл, который собирал солнечные лучи и был настолько эффективен, что мог снабжать электричеством всю Атлантическую империю. Сфокусированные лучи, обладавшие огромной энергией, улавливались другими кристаллами, которые преобразовывали ее в полезную работу. Даже самолеты атлантов приводились в действие с помощью кристаллов. Кроме того, атланты якобы могли двигаться из одной точки времени в другую. В США хранится кристалл, найденный у берегов Багам, зримая реликвия еще одной неведомой нам затонувшей страны. Этот, очевидно, рукотворный кристалл обладает странным свойством. Стоит посветить на него, как он ярко вспыхивает в ответ. Кто его изготовил? Что за пирамида лежала на дне моря под толщей песка и блестела как зеркало? Все 5 участников экспедиции, обнаруживших ее, скончались. Место находки осталось неведомым. Мировой океан скрывает множество тайн и большое количество затопленных городов и поселений. Имеющаяся теория потопа утверждает, что огромные массы воды покрыли действительно гигантские территории суши. В 1929 году британский археолог Леонард Вулли сделал одно сенсационное открытие. Во время раскопок древнего города Ура в Месопотамии ему пришло в голову прокопать шурф через все слои города, чтобы определить, когда именно начала на этом месте развиваться шумерская цивилизация. Пройдя сквозь многие слои мусора, археологи наткнулись на слой ила. Несмотря ни на что, Вулли решил, что надо пройти и сквозь него. Примерно еще через 4 метра были извлечены новые объекты, которые свидетельствовали о существовании цивилизации другого уровня, предшествовавшей образованию слоя ила. О чем это говорит? Ни у кого из археологов не было сомнений. Болотистый слой – результат грандиозного затопления местной почвы. Было выяснено, что вода стояла на высоте 8 метров над землей. Как это ни забавно, но точно такую же цифру мы встречаем в традиции при пересчете на локти. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть подо всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Бытие 6:19-20. В области Арарата мы встречаем морские раковины на высоте более 3 километров. Если воды поднимались сюда, то мы вполне можем довериться теории потопа и понять, как на самом деле Ною удалось пристать на своем ковчеге к вершине Арарата. Легенды о гномах и карликах. Им были ведомы и волшебство, и магия, и друидизм, и колдовство, и хитрость, сообщает древняя сага. И они превосходили мудрецов-язычников в волшебствах и науках, дьявольских искусствах, во всех видах благородных тонкостей. Эти мудрецы, низкорослые, но вечно молодые и прекрасные, правили с помощью волшебства и наук, и период их расцвета считается золотым веком Ирландии. Низкорослый народ Туату-де-Данан был изгнан другим, пришедшим с моря, народом, и последние из них ушли в подземный мир, под счастливые холмы, чтобы жить вечно. Многим известна баллада Р.Л. Стивенсона «Вересковый мед», который варили жившие на севере Шотландии пикты, малютки-медовары в пещерах под землей. Но вот пришел король шотландский, безжалостный к врагам, погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. Истребленные шотландцами, пикты исчезли с карты Британии. Ученые до сих пор точно не знают, кто такие пикты.
Среди пиктских племен легенды выделяют загадочный маленький народ, населявший север Шотландии. Эти карлики жили в пещерах, слыли знахарями, варили таинственные зелья. Они носили зеленые одежды, умели накладывать и снимать чары. Никому не удалось проникнуть в секреты карликов. Живут они не вечно, но очень долго, веками. На землю могут выходить только ночью, солнечный свет обращает их в камень. Карлики наделены сверхъестественной силой, носят длинные бороды. Некоторые их племена доброжелательны к людям, другие, черные гномы, наоборот враждебны. Рудокопы говорят, что встретить карлика – добрая примета. Лесные карлики неуклюжие, лохматые, в звериных шкурах, собирали лечебные травы и слыли искусными целителями. Фольклор – это, помимо прочего, еще и историческая память народа. Подобные свидетельства есть и у народов севера нашей страны. Сказания Беломорья, Приладожья, Приуралья повествуют об ушедшей в землю чуде белоглазой. Предания о чуде распространены повсеместно на севере. Указывают чудские крепости, городища, могилы. Одна из поморских легенд говорит о том, что чудь был народ краснокожий. Этот народ перебрался на новую землю за дышащим морем, где живет до сих пор, скрываясь в недоступных местах или при встрече с людьми становясь невидимыми. О том, что рыбаки видели чудь на новой земле еще лет 50 назад, говорит предание, записанное на севере в 1969 году. Этот поморский рассказ о краснокожей чуде-невидимке, живущей на новой земле, открывает цикл других легенд о чуде, загадочных маленьких человечках, живущих под землей, в пещерах гранитных скал. Встретить их можно крайне редко. Чудинцы избегают людей и могут становиться для них невидимыми, уходить в камень или оборачиваться в зверя – мышь, белку. Но иногда чудак может прийти на помощь человеку мудрым советом или волшебством. Дальним отголоском этих легенд служит мудрый и добродушный старичок-лесовичок русских сказок, помогающий Ивану-Царевичу с помощью волшебного клубка найти дорогу к похищенной Кощеем красавице, дарящей ему шапку-невидимку, а потом вдруг исчезающей под землей. В 1931 году известный французский этнограф профессор Марсель Гриоль, путешествуя по Западной Африке, побывал у одного из суданских племен, живущих в излучине реки Нигер на территории Республики Мали. Это были дагоны, часть древнего народа по уровню цивилизованности, казалось бы, ничем не выделявшегося среди соседей. Однако профессора заинтересовали необычные предания и мифы, устно передававшиеся из поколения в поколение у этих не знающих письменности земледельцев. Речь в них шла ни много ни мало о происхождении и устройстве Вселенной, а также о давних связях этого народа с космосом. Мифы дагонов связывают с Сириусом и появлением на Земле первых людей. В одном из них говорится, что людей перенесли на Землю космические корабли, небесные ковчеги с планеты, солнцем которой была звезда Сириус-Б, до своего взрыва. Предания дагонов повествуют о двух этапах космических путешествий. Первый связан с прибытием на Землю существа по имени Ого. Второй с посадкой на Земле ковчега, на борту которого находились Номма и первые люди. О личности самого Ого говорится туманно. Похоже, что это субъект наподобие сатаны, падший архангел, который взбунтовался против Аммы и завладел некоторыми его сокровенными знаниями. Ого якобы трижды побывал в космосе, причем совершал он свои космические вылазки в малых ковчегах. Есть любопытное упоминание о том, что источником энергии для его космических ковчегов служили частицы По, фундаментальная основа космического мироздания. Другой персонаж, Номма, предстает в образе архангела, исполняющего распоряжение Аммы. Главная его задача – создать на Земле жизнь и заселить планету людьми. Миф подробно описывает подготовку столь важной миссии. На борту корабля находилось все необходимое для создания на Земле жизни, а также люди, 4 пары близнецов или 8 прародителей. Летел корабль к Земле через специальное временное окно в небе, которое создал Амма. После посадки сначала на Землю сошел Номма, за ним все остальные прибывшие. Когда ковчег опустел, Амма втянул на небо медную цепь, на которой висел корабль, и закрыл небесное окно.
Это означало прекращение всех связей между экипажем Ковчега и пославшей его цивилизацией. Для людей, ставших первыми землянами, пути назад уже не существовало. Нужно было обживать свою планету, культивировать на ней жизнь, плодиться и размножаться. Надо сказать, что сегодня догонов никто не изучает. То, что известно о них, добыто в экспедициях 1960-1970-х годов. Кто знает, сколько открытий могли бы сделать астрономы и этнографы, поработая они с догонами сегодня, в начале третьего тысячелетия, используя компьютеры. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи – непомнящий Николай Николаевич. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.